Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы сделать мастер-класс по вязанию вот такого джемпера, очень стильного, модного. Я так понимаю, что это какой-то европейский бренд. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Моделька интересная, заслуживает внимания. Здесь я выделила 3 вида узоров, а рукав, связанный 4-м узором, я делать не стала. Я посчитала, что нужно сделать все в одном стиле. Вот именно тем узором, которым связана у нас и спинка, и перед. Это машинная вязка, девочки, но мы вполне можем с вами разработать схемы по виду джемпера, да, и связать такой же джемпер спицами. Я думаю, будет не хуже, а даже лучше. Ну, лучше, конечно, машинной вязки не сделаешь, но, во всяком случае, будет довольно стильно и красиво смотреться при небольшом усилии. Классический стиль свободного кроя такой, да, спущенный рукавчик. И, в общем-то, есть у меня и выкройка, и описание, как всегда под видео выложу, да. Сделала описание на 44 размер, собственно, при такой ширине и на 46 пойдет, да. Вот, а если пожелаете на больший размер, то легко я вам расскажу, как это сделать в конце видео. Всем, кому интересно, как сделать расчет плотности по вертикали, по горизонтали, смотрите в конце видео мои объяснения. Как расположить узор, я там рассказываю. И мы, конечно же, вяжем все эти 3 узора. Они очень легкие, в принципе. Схемочки вообще элементарнейшие. Поэтому, кто заинтересуется этой моделькой, я все вам доступным языком расскажу для того, чтобы вы смогли без всяких проблем связать эту оригинальную вещицу. Для вязания этого джемпера я выбрала такую пряжу Супер Мерино Yarn Art. И по метражу, сейчас вам, девочки, скажу, турецкая пряжа. Вот здесь такие рекомендации идут. Так, и, значит, что у нас тут касается? 100 грамм у нас 280 метров. И это полушерстяная пряжа, 25% шерсти. Остальное акрил. Такой изумительный цвет, какой-то сиреневато-розовый, довольно приятный на вид, да. И у нас здесь с вами, как вы видите, связано 3 вида узоров. 3. И смотрите, значит, у нас идет с вами узор на 7 петлях справа, узор на 5 петлях посередине и узор на 11 петельках вот эти вот в виде веточек, да. Вот так у нас распределяются здесь узорчики. Схемочки все я нарисовала. Работала я только по фотографии модели. И оттуда взяла вот эти схемочки, да, как бы смотрела, что куда переплетается. И получилось, да. Что касается узора на рукаве, ну, я, знаете, посчитала, что 4-й вдогонку узор как-то будет смотреться немного не по стилю, да. Считаю, что рукава тоже должны быть в таком же диапазоне узоров. И нечто 4-е, наверное,
Не стала бы я рекомендовать. Теперь, что касается вязаного полотна. Пряжа необыкновенно, девочки, мягкая. Абсолютно мягкая пряжа. Вот так она смотрится в узоре, да? Красиво довольно смотрится в узоре. Здесь у меня кое-где есть, значит, ошибочки. Не обращайте на них внимания. Это я тут пробовала. И так и сяк посмотреть хотела, как это будет выглядеть, да? Вот. Но в итоге, в общем, узор получился. Он у нас очень ажурный, вот в этой части, да? А здесь так умеренно ажурный. Но вообще очень модные вот эти вот ажурные дорожки. Вообще в этом году, в 2020-м, они почему-то оказались на пике популярности. Их делают такие мережки между косами. И вообще эффектно смотрится, конечно, еще раз. Сейчас прям подниму вам. Видите, довольно эффектно смотрится вот эта дорожечка, да? Может быть, вам не обязательно в такой компоновке узоров. Может быть, вы воспользуетесь и примените эту дорожку в каком-то своем другом узоре, да? Как вспомогательный какой-то для красоты элемент. Ну, а сейчас давайте я покажу вам эти схемы. Вяжутся они и запоминаются довольно быстро. После того, как я связала около 2 раппортов в высоту, я уже в схему, девочки, не заглядывала, потому что там последовательность рядов очень, ну, всего лишь 2 ряда, например. У нас идет вот эта мережка по центру, да, 4 ряда идет правый узор, ну и 6 рядов идут вот эти веточки слева в высоту. Поэтому, понимаете, прям запоминается легко. Я не буду рекомендовать его начинающим, потому что здесь все-таки 3 узора идут разных, да. Наверное, это будет сложновато для совсем уж прям начинающих, которые едва держат спицы в руках. Ну, а для нас, мастериц, которые уже имеют какой-то навык вязания, вполне приемлемый по сложности узор. Вполне. Осилит средний уровень подготовки. Так, ну давайте смотреть. Выкройка, как всегда, описание у меня, все будет под видео. И, в общем, я рассказываю, как связать, расположить узоры в конце видео, когда мы с вами уже свяжем эти узоры. Схему я нарисовала от руки. Вчера рисовала вечером, уже поздно вязала. Поэтому, девочки, что получилось, то получилось. Но значки все угадываемые, да? Смотрите, значит, как я вам показывал сам узор, так у меня и на схеме это все расположено. То есть справа у нас идет с вами узор на 7 петлях. Я вам его показывала. В центре идет мережка на 5 петлях. То есть вот эта ажурная такая мережка, да, красивая, которую я вам рекомендовала применить в любом другом можно узоре. Вставить ее для стильности. И центральный мотив на 11 петлях. Это наша веточка ажурная. Всего у меня получилось для вязания образца, как видите, 29 петель. Возможно, как-то тут коряво нарисовано, но уж извините, зато доходчиво. Да? Давайте я вам про знаки условное обозначение расскажу. Значит, смотрите, горизонтальная черточка — это изнаночная. Видите, я ее отделяю от нашего мотива. Специально мотивы красными черточками отделила, да, чтобы было понятно, где 7 петель. Вот, значит, кружок, как обычно, накид. Вот такой треугольничек равнобедренный. Это у нас с вами 3 вместе, лицевой. Соответственно, здесь с наклоном вправо, а здесь с наклоном влево. Далее, вертикальная черточка — это лицевая. И вот такой треугольничек прямоугольный — это 2 вместе лицевой.
с наклоном, соответственно, здесь вправо, а здесь влево. Вот такой знак обозначает перекрещивание двух петель направо. Две лицевые перекрещиваются направо, а это две лицевые перекрещиваются налево. Вот и весь разбор узора. Я выложу эту схемочку, как всегда, в профиль в Одноклассниках. Но, в принципе, вы можете сделать скрин экрана и тоже воспользоваться ей. Но для удобства все-таки пусть она будет отдельно по ссылочке выложена. Да? Далее, выкройку я подобрала, как обычно. Смотрите, моя хорошая, вот такая вот выкроечка. Сейчас я вам ее приближу. Я уж очень перестаралась. Выкроечка, значит, у нас идет на 44-46 размер. Здесь проставлены размеры, как видите, довольно широкая спинка, 54 сантиметра. Но вы и сами видели, да, какой свободный крой у данного европейского бренда, да, поэтому уж вот так. Рукавчик у нас спущенный и применяется вот такой небольшой скос, ну, типа аката, что ли, какого-то. Посчитала, что будет красиво смотреться. Описание у меня будет, как всегда, под видео выложено, да. Если вам нужен другой размер, пожалуйста, корректируйте эту выкройку. И длину изделия можно откорректировать, и ширину. В конце видео я, как всегда, даю рекомендации, как разместить узор, как рассчитать плотность на тот или иной размер, составить описание. Все подробно рассказываю и описываю, как рассчитать скос рукава, да, что такое вертикальная плотность, останавливаюсь на этом, да, и, в общем, даю кучу всяких вам рекомендаций, как сделать так, чтобы вещь получилась именно такой, как вы задумали, и не растянулась после стирки, да, ни в ширину, ни в высоту. Пожалуйста, внимательно прислушайтесь к моим рекомендациям, не поленитесь и посмотрите видео до конца. Показываю вам описание, которое я составила. Ой, описание-то. Так, ну, модный европейский бренд, дала ей название. Размер, пряжа, как обычно. Считаю, что на такой свободный крой нужно 500 грамм приблизительно нашей пряжи. Я написала розовая, но, скорее всего, это малиновая. Спицы используем 4. И нам понадобятся прямые круговые спицы для обвязки. Горловины круговые. Плотность определяем в конце видео. И, в общем, вот это все описание. Здесь идет. Я это не буду вам зачитывать, все будет под видео расположено. Сами почитаете. Здесь вот я, кстати, даю расчет скоса рукава. Как это сделать подробно, кому интересно, да? Ну и, как обычно, сборочка у нас. И как связать планочку, да? По краю горловины набираем петли. Я не говорю, сколько петель. Обычно горловина и резинка внизу вяжется спицами на полразмера, даже на размер меньше, чтобы потуже была резиночка, да. Ну, здесь я вот написала 4. Ну, хотите, возьмите 3,5 для обвязки круговыми рядами горловины, да. В принципе, будет, может быть, даже лучше смотреться. Она будет более плотная такая. Имитация машинной вязки будет более приближена. Хотя это ни на что не влияет особо, да. Ну и, в общем, мои хорошие, как вы видели, остановлюсь, значит, еще свое внимание остановлю на том, что он в разных цветах бывает, да, этот джемпер. Узор здесь, видите, на рукавчике другой идет. Я не стала его вязать. У нас рукав тоже будет вот с этой ажурной вязкой сделан. Вот. Я считаю, что все должно быть в едином стиле. И вот эта вот орнаментность, она как бы немного разная. Нет у меня схемы для данного рукава, честно сказать.
у меня не было времени, чтобы ее ломать голову, сидеть целый день. А такой схемы я попыталась найти, но не нашла. Признаюсь вам честно, да. Вот эти вот схемы я составила прям вот, видите, вот так приближаешь, и, собственно, здесь все попетельно отлично видно, да, сами понимаете. Прям все досконально видно, можно составить, не напрягаясь особо, да, схемочку. Особенно тут мережка, вот эти вот веточки вообще. Ну что еще? Собственно, давайте с вами вязать эти 3 прекрасных узорчика. Попробуем, я вам расскажу, кому интересно, у кого будут вопросы по схеме. В принципе, пишите мне в комментариях. Все, мои хорошие, приступаем к вязанию. Так, мои хорошие, здесь у меня, значит, целых подряд идут 3 схемы. И первая схема на 7 петельках вяжется, вторая схема на 5 и вот эта центральная на 11 петельках. Вот, и между ними идут изнаночные, везде разделительные изнаночные петельки. Отделяет один раппорт от другого. Раппорт на 7 петельках вяжется на 4 рядах, то есть раппорт его высоту это 4 ряда. Что касается раппорта на 5 петельках, он вяжется в высоту 2 ряда. И последний раппорт на 11 петельках вяжется в высоту 6 рядов. Вот. А потом все это, естественно, повторяется. Очень легкие узоры, на первый взгляд кажется загружена схема, а на самом деле они запоминаются сразу вот один раз вы провяжете, а на второй уже, в принципе, на третий, скажем так, на третий уже автоматически, вот лично я начала уже вязать автоматически. Мы будем, давайте с вами их вязать сразу все подряд, да, я покажу. То есть вот как я здесь сделала, единым полотном, они же так и будут у нас идти, да. Вяжем с вами первый ряд. Схема на 7 петлях. Я буду это акцентировать. Значит, разделительная изнаночная, первый ряд схемы на 7 петлях. Вяжем накид, 3 вместе, лицевой с наклоном вправо, 3 петли снимаю, 2 за работой, 3 перед работой, накидываю 3 на 2 первые и провязываю 3 вместе лицевой. Далее накид, изнаночная, накид, 3 вместе, лицевой с наклоном влево, просто 3 вместе лицевой провязываю за заднюю стенку и еще раз накид делаю. Так, далее идет у нас раппорт на 7 петлях закончился. На этом я вяжу разделительную изнаночную и приступаю к раппорту узора на 5 петлях. И смотрите, мои хорошие, вяжу 2 вместе лицевой, у меня это с наклоном влево, делаю накид, изнаночная, опять накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю петельки местами, вторая поверх первой, провязываю как 2 вместе лицевой. Раппорт этого узора на 5 петлях связали первый ряд. Делаем разделительную изнаночную и вяжем первый ряд узора на 11 петельках. Итак, у нас с вами идет изнаночная первая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, далее идут 2 лицевые, изнаночная, накид, снова накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, раппорт первого ряда узора на 11 петлях провязали, и изнаночная у нас разделительная, и кромочная мы тоже вяжем изнаночной. Что касается изнаночных рядов, мы вяжем их, как смотрят петли, все накиды провязываем изнаночными.
У нас с вами третий ряд. Значит, раппорт узора на 7 петельках. Вяжем разделительная изнаночная, начинаем. И вот наш раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт провязали. Вяжем разделительную изнаночную, вяжем раппорт узора на 5 петельках. Вяжем с вами 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, изнаночная, снова накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Все. Это у нас уже пошел повторный раппорт. Его можно было не показывать. Далее вяжем разделительную изнаночную и приступаем к раппорту на 11 петельках. Третий ряд повторяю. Вяжем с вами 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняем 2 петли, перекрещиваем в направлении направо. Я снимаю 2 петли. Первая у меня за работой, вторая перед работой. Вот так поменяла их местами и вяжу. Смотрите. Первая лицевая и вторая лицевая. Так, далее мы делаем накид, вяжем лицевую, делаем изнаночную, да? И опять лицевая, накид и снова перекрещиваем 2 петли налево. Значит, меняю местами. Первая у меня перед работой, вторая за работой. Вот так их поменяли местами. Провязали как первая лицевая, вторая лицевая. И 2 вместе лицевой вяжем с наклоном налево. Все, раппорт провязали. Это у нас разделительная изнаночная. И кромочную вяжем тоже изнаночной. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Итак, мои хорошие, у нас с вами 5-й ряд. Но для вот этих первых 2 раппортов это уже повторные ряды идут. Это 5-й ряд нас будет интересовать для центрального вот этого мотива. Итак, повторяю уже, значит, на 7 петельках раппорт. Это то, что мы вязали в первом ряду. Это разделительная изнаночная первая. И начинаем вязать. Накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Еще раз накид, изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. И опять накид. Так, далее у нас, смотрите, идут разделительная изнаночная, раппорт на 5 петельках вяжем, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, изнаночная, снова накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь это каждый ряд одинаково вяжется, да? Далее вяжем разделительную изнаночную и наш 5-й ряд центрального мотива. Мы вяжем с вами, значит, разделительную изнаночную провязал. Далее мы вяжем изнаночную, 4 лицевые, изнаночная, 4 лицевые, изнаночная. Вот мы 5-й ряд провязали с вами этого центрального мотива. И мы с вами вяжем разделительную изнаночную и кромочную тоже изнаночной. 6-й ряд вяжем, как смотрят петельки. И повторять начинаем, в общем, центральный мотив с первого ряда, да? А все остальные вот эти узоры повторяем согласно нашего раппорта, да? Здесь очень легко, вот этот узор на 7 петельках, очень легко запомнить в первом случае. То есть 2 ряда у нас чередуются лицевых, да? В первом случае мы делаем 3 вместе
И вот от изнаночной у нас идут накиды. Да? Я вот поэтому лично определяю, чтобы не спутаться. Можно вообще на автомате вязать. А во втором ряду, вернее, это уже третий будет ряд, я просто имею в виду в следующем лицевом ряду, мы вяжем около изнаночной, у нас идут лицевые. Да? Значит, там, где у нас идут лицевые, я вяжу 2 вместе лицевой, да? А там, где у нас идут около изнаночной накиды, я вяжу 3 вместе лицевой. А так направление вязания все время тут влево, тут вправо, да? Я имею в виду вот эти 2 вместе, 3 вместе, да? Понятно? Понятно. Этот вообще легкотня на 5 петлях. Он каждый ряд одинаково вяжется, я имею в виду лицевой, да? Ну и особое внимание нужно уделить вот этому центральному мотиву на 11 петельках. Здесь целых 6 рядов будут чередоваться. То есть раппорт 6 рядов, и затем заново с первого ряда повторяем, да? Вот. Таким образом выглядит этот узор наш. Здесь вот кое-какие ошибки у меня были, но в целом дает вам понять об ажурности этого узора, его красоте, правда, необычности. Так интересно придумана задумка дизайнера. Приятный такой ажурный джемперок. Для определения плотности нам необходимо знать ширину нашего вязаного образца. Я делаю влажную тепловую обработку нашего связанного полотна. Сейчас оно приобретет вот такой вид, как оно будет у нас уже выглядеть после стирки, да? Во все стороны я его растянула. Все, даем ему высохнуть. И все. И будем мерить. Так, с помощью линеечки мы измеряем ширину нашего вязаного полотна. Вот у меня сейчас 19 сантиметров, да? 19. И после этого делаем нехитрое вычисление. Мы набирали с вами на наш образец 29 петелек, да? Делим на 19 сантиметров полученных, получаем плотность 1,5. Я записываю, что в 1 сантиметре 1,5 петель. Вот. И смотрите дальше. И вертикальная плотность. Будем ее определять. Я буду сейчас считать ряды. Смотрите, у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5 раппортов по 6 рядов. Да-да, 6 рядов, 5 раппортов. Получается 30 рядов. У меня сейчас на спицах, девочки. И меряем. Вот лежит у нас свободный образец. И я меряю 14 сантиметров. 14 сантиметров, 30 рядов мы поделим на 14 сантиметров и получим 2 целых. В общем, 2 целых. И я пишу, что в 1 сантиметре у нас с вами 2 петли. Ой, 2 ряда. 2 ряда. Мы же вертикальную плотность вяжем. Так, вот такой расклад. А теперь с помощью выкройки и вот этих вот волшебных цифр мы с вами сможем точно знать, как нам вязать попетельно. Я расскажу, как это сделать кратко. И теперь, имея выкройку, вот такую выкройку я подобрала, прямого кроя, да, спущенный рукавчик с небольшим вот окатом решила сделать, чтобы было поудобнее носилось. Так, и смотрите, мои хорошие, у нас очень объемный джемпер, как вы видели, да, и я беру на 44 размер ширину спинки 54 сантиметра и умножаю ее на нашу плотность 1,5. У меня получается 54 умножить на плотность 1,5, 81 петля. И теперь мне необходимо симметрично и красиво на вот этом количестве петель расположить наши узоры. И вот как я нашла выход из этой ситуации. Вот наши схемы с вами, их у нас
3, да? 3 узора, и они идут в такой последовательности. И смотрите, я располагаю 11 по центру, да? Рисую. Это значит наш раппорт на 11 петельках. Затем у меня идут по одной петле изнаночной. И далее у меня идут по 5 петель симметрично справа и слева от центрального мотива. Затем опять идут у меня изнаночные по одной. Затем у меня идет узор на 7 петлях справа и слева. Потом опять идет по одной изнаночной. И снова повторяется наш центральный мотив на 11 петлях. 11, 11. Опять от него справа и слева я располагаю по одной изнаночной. И я попробовала 5 расположить, и мне как раз не хватило немного петель. И я расположила узор номер на 7 петлях, то есть который. Вот. И от него тоже идет одна изнаночная вправо, одна изнаночная слева. Вот, мои хорошие. Но вот сейчас я начинаю думать, что, возможно, эти одна изнаночная справа и одна изнаночная слева лишние, поскольку у нас здесь будут одна кромочная и одна кромочная, да? Это будет вот так выглядеть. То есть я пишу вот таким образом, как 79 петель плюс 2 кромочные. Итого у нас получится 81 петля, которая нам как раз и требуется. Вот такой расклад расположения узоров. Конечно, я составлю описание, но в целом вы уже поняли, да, как можно, например, побольше размер, если вы захотите сделать, да, то продолжаете как бы наши узоры, да, берете там дополнительно еще по 5 петель, предположим, добавляете справа и слева, да, вот у вас получается симметрия. Можно добавить просто изнаночные петельки, да, то есть после вот этих узоров на 7 петлях добавить нужное количество изнаночных, там 2-3 до нужного вам размера. Вот таким образом я вам советовала поступать. Так, ну а по рукаву там тоже все просто. Я думаю, что по рукаву вообще достаточно пустить мотив. Я его так и сделаю, центральный. И 2 вот эти вот косички по 5 петелек. Будет красиво. И остальное можно сделать изнаночную гладь. Хотите, давайте сделаем как положено. Центральный мотив по рукаву идет, затем по 5 петель раппорт и потом по 7 петель раппорт, если позволит количество петель. Но мы сейчас прямо сразу узнаем. Смотрите, у нас внизу 13, это половинчатый размер, то есть 26. Я умножаю на нашу плотность 1,5. Нам надо 39 петель по низу, да? Как это сделать? Сейчас я вам попробую объяснить, как нам расположить узоры. Я пишу рукав и рисую от руки. Смотрите, значит, наш мотив центральный на 11 петельках, да, от него по одной петле вправо-влево изнаночной. Затем у нас идет мотив на 5 петлях справа-слева, опять по одной изнаночной. И дальше идет мотив на 7 петлях. И считаем, сколько у нас уже получилось. Нам надо 39. 11 плюс 10 и плюс 14. 35 и раз, два, 3, 4. Плюс 4 изнаночные. О, ровно 39. С ума сойти. Какое совпадение. Еще добавить надо однокромочная, и того будет 41 петля, девочки. На рукав по низу добавим 41 петельку. Замечательно уместился узор у нас, да? То есть после резинки у нас идет вот такое расположение узоров. Мы вписались в наши ряды, в наши раппорты узорные. Так, и вяжем вот этой вот красоту ажурную еще и по рукавчику. Вообще будет очень красиво, да? Теперь, что касается скоса рукава, всегда заостряю на этом внимание. Смотрите, мои хорошие, здесь у нас 17, самая широкая часть рукава. Сколько это по петельно будет? 17 на 2, 34, умножить на 1,5, это будет 51 петля. А у нас внизу, как мы уже знаем, 41 петля, да? То есть нам нужно достичь с вами 51 петли
прибавить равномерно по скосу, да, чтобы получилось 51. Итого, значит, будет не хватать, у нас будет не хватать 10 петель. Надо их будет равномерно прибавить. Как это сделать, чтобы равномерно получилось? Я сейчас вам расскажу. Значит, справа и слева, я уже даже устно посчитала, нам надо прибавить по 5 петель, симметрично, да? Всего 10, а так по 5 петель справа и слева. То есть я пишу плюс 5. У нас 42 сантиметра до вот этого места, где у нас идет небольшой окат, да? То есть мы с вами должны прибавлять на высоту 42 сантиметра. По нашей плотности вертикальной, которая равна в 1 сантиметр 2 ряда, да, мы знаем, что 42 мы должны умножить на плотность вертикальную 2 и связать 84 ряда узором до оката. И на протяжении этих 84 рядов равномерно распределить 5 петель. Вот 84 я делю на 5. У меня получается 17 рядов. То есть мы делаем прибавку каждый 17 ряд. Вот и все. Да? То есть я пишу через 17 рядов. Приблизительно, потому что не целое число получилось 16,8. Вот, мои хорошие. Вот так это высчитывается. Теперь, что касается, сколько у нас, предположим, надо посчитать, сколько у нас с вами будет рядов вязаться до оката. Ой, до проймы, да, вот у нас указана длина после планки 38. Мы с вами 38 умножаем на нашу плотность по вертикали 2. Получаем 76 рядов, да, то есть 76 рядов, а потом у нас начинается пройма рукава. Вот таким образом. Теперь, что касается выреза горловины. Как узнать, сколько нам петелек расположить по вырезу горловины. 12,5 я умножаю на 2. Получаю 25 сантиметров. Это у нас с вами общая, как говорится, на вырез горловины приходится 25 сантиметров. И теперь эти 25 надо умножить на плотность по горизонтали 1,5, да, получаем 37,5 петель. Я запишу, что это пока сырой вариант, там надо по симметрии смотреть. То есть я пишу 37 или 38 петель. Мы будем смотреть. И также плечо, да, но тут уже легче определить. Мы знаем, что у нас с вами 81 петля, да, и мы с вами, это вот так я, обычно плечо я так считаю, 81, отнимаю, предположим, 37, нам нужно, чтобы было четное число получилось, получаю 44 петли, приходится на плечи в целом. Из 44 делю на 2, у нас же 2 плеча. То есть на плечо приходится 22 петли. Вот так я обычно высчитываю, когда составляю, девочки, описание. Да? Теперь, что касается, предположим, нам надо узнать, на какой высоте нам нужно начать формировать вырез горловины. Это тоже легко вычисляется. Смотрите, вот спинка. Вот у нас от планки начинается и показано до выреза горловины переда 2,5 и 2 до выреза горловины, значит, спинки. Итого 4,5 значит, так, до плеча. Но я хотела вот что сказать, сбилась с мысли. Смотрите. К этой величине 52,5 я прибавлю, когда считаю по спинке 52,5, я прибавлю вот эти 2,5, да, и получу 52,5 прибавить 2,5, 55 сантиметров. На высоте 55 сантиметров мы
мы так не делаем, да, то есть я не меряю сантиметрами, я считаю рядами, девочки. 55 обязательно надо умножить на 2, это наша плотность по вертикали, и посчитать, что 55 умножить на 2, это будет 110 рядов, понимаете? 110 рядов, и потом я начинаю делать закрытие петель для выреза горловины спинки. Вот так, мои хорошие, я обычно это делаю. Обязательно считайте рядами, иначе после стирки изделие станет бесформенным, понимаете? Оно может либо сильно вытянуться в ширину, в длину, как угодно. Рукава тоже станут на Ивана Великого. Придется все переделывать, это будет очень обидно. Пожалуйста, учтите это в своих расчетах, когда будете вязать. Ну, собственно, вот все, что я вам хотела рассказать. Бегала так кратко. Я описание составлю и расположу ее, как всегда, под видео, да? Сможете пользоваться. Ну, и я надеюсь, что этот красивый ажурный джемпер будет вас не один год радовать. Пряжа замечательная, мягкая. Вы уже убедились, я вам показывала, да? Очень красивый ажурный узор. Бесподобно будет смотреться в любом изделии. Будь там жилетик, можно даже таким ажурным узором связать, можно топик связать. Ну, а у нас вот в данный момент красивый джемпер, такой малиновый, интересный цвет. И давайте до новых встреч, мои хорошие, и удачи вам!